Как понять, что внутри есть незажившая или такая открытая травма психическая? Ну, во-первых, они есть у всех, да, потому что травмы, они, да, они прорабатываются, но остается некое, знаете, как слабое место, как вы ногу сломали, она срослась, все хорошо, но на погоду болит. Чуть организм ослаб, в этом месте появится проблема, да. Точно так же психически. Вы проработали, но тем не менее разломчик, какой-то вот рубец в этом месте остается. И например, у вас стресс, у вас какой-то возрастной кризис и так далее, и слабое место будет давать о себе знать, то есть травма будет возвращаться. Но все же давайте разберем, какие симптомы могут говорить о том, что внутри есть такая вот достаточно сильная открытая рана. Первый симптом – это повторяющиеся паттерны, то есть что-то в вашей жизни все время повторяется. Это может быть и такое нехорошее, да, это может быть как буквальное повторение, например, вы из отношений в отношения выбираете мужа, не знаю, алкоголика, да, или какого-то, кто вас обманывает и так далее. Это буквальное повторение паттерна. Повторение паттерна может быть на уровне состояния, то есть, например, состояние такого гадкого утенка, да, и вот вы сегодня проживаете это в отношениях, потому что вам кажется, что вы, не знаю, в семье мужа какая-то, вот вас никто не принимает, вы как гадкий утенок, вы не внутри своей стаи. Вот, завтра вы развелись, и то же самое состояние начинаете проживать на работе. Вам кажется, что вы в команде какая-то самая слабая, или вы не справляетесь, вы никому не нравитесь как специалист и так далее. И ситуация внешне другая, а состояние тоже. Да, то есть это перепроживание, повторное паттерна на уровне состояния. Второй симптом – что-то вас очень сильно включает. Да? Что-то имеет для вас сверхважность, сверхценность. Это тоже отголоски такой вот открытой раны внутри. Да? Например, вот часто у женщин это бывает тема ребенка. И у меня когда-то была приятельница, и она очень хотела ребенка, причем было лет тогда 27, ну, по-моему, даже 30 не было, но она очень сильно переживала, что у нее нет детей, и она все меряла детьми. Например, мы сидели там в компании, разговаривали, что вот кто-то там с кем-то встречается уже там 1,5 года. Она говорила, уже можно было 2 детей родить. Да, то есть она все меряла детьми. То есть такая сверхценность внутри чего-то, сверхидея, да, тоже всегда про то, что есть какие-то открытые. Ну, то есть, смотрите, да, нужно отличать желание и вот эту зацикленность. Вот зацикленность – симптом того, что есть открытая рана внутри. Следующий симптом – это много незавершенных дел и таких вот разрывов отношений. Например, часто это выглядит так, что у вас есть кто-то из близких, родных людей, с кем вы не общаетесь вообще. И как-то даже не хочется об этом думать, даже не хочется, то есть оно может не сильно вас болеть, но какой-то вот как разрыв, да, вот в этом месте вы так раз от себя отодвинули, да, либо какой-то начали бизнес, и что-то он там пошел, не пошел, и вот так раз его такое подвисшее, где-то отодвинули, то есть нет, смотрите, правильный контакт хоть с живым человеком, хоть с объектом, это либо мы в хорошей связи нормальной, либо мы завершили отношения. А это такое ни то, ни сё, да, ни контакта, ни завершения. Вот это тоже признак того, что внутри есть открытая рана. Еще один симптом – это хроническая проблема, которая никак не решается. Ну, с темой беременности, например. Да? То есть вот женщина хочет забеременеть и никак не может. Либо с деньгами, вот хочу заработать, хочу и никак не могу. И так далее, похудеть, еще что-то. То есть какая-то хроническая штука, которая вам неприятна, но она никак не решается, несмотря на все те усилия, которые вы прикладываете. Следующий важный момент – это ваше фоновое состояние. Вообще, это такая важная характеристика, да, фоновое, я его так называю, фоновое состояние. То есть, понятно, что у всех плюс-минус здоровых психических людей есть разные состояния, да, они сменяются, и есть там хорошие, какие-то позитивные, ресурсные, есть более такие депрессивные, сложные и так далее, да, то есть вот человек в этих
состояниях, ну, в течение дня они меняются, в течение недели и так далее. Но есть некое фоновое, да, и вот оно фоновое либо хорошее, либо плохое, да? Либо фоново в целом хорошо, ну, на этом фоне, да, бывают какие-то депрессивные дни, обидки, там, какая-то апатия и так далее, да? Но фоново хорошо, либо фоново плохо. А на этом фоне бывают, да, какие-то позитивные моменты, вот там пошел на тренинг, послушал, что надо позитивно думать, что-то себе там настроил внутри и так далее. Но фоново тревога, фоново страх, фоново обида, фоново гнев, да, вот это фоновое, да, сейчас прямо можете подумать, что у вас фоновое. Да, у вас фоновое хорошее, ресурсное, и на этом фоне бывает разное, или фоновое сложное. Вот если фоновое сложное, обида, гнев, страх, тревога, то это тоже симптом такой вот незавершенной какой-то внутри незажившей раны. И последний симптом – это состояние неясности. Опять же, понятно, что периодически мы все попадаем в состояние неясности, да, вот бывает, когда плюс-минус все ясно, а потом так вот неясно, да, но если фоновая неясность, да, что такое неясность? Я не знаю, чем мне заниматься, я не знаю, с каким мужчиной мне жить, я не знаю, там, с женщиной, я не знаю, рожать мне детей, не рожать, я не знаю, хочу белое платье или черное, и это постоянно, это вот фоново, да, на этом фоне иногда бывают какие-то просветления, но именно вот на фоне неясности, или наоборот, в целом, ясно, определенно, ну, понятно, вы растете, развиваетесь, где-то вы сомневаетесь, где-то какие-то выборы есть, вот, но в целом фоновая ясность. Это тоже очень важный показатель. Да? Чем яснее внутри, тем здоровее психика при прочих равных. Вот такие 6 симптомов, вы можете у себя их продиагностировать у своих клиентов. И если у вас многие из пунктов, которые я перечислила, встречаются, это не про то, что там, шеф, все пропало, да. Вы нормально живете, функционируете, справляетесь, но понимаете, что внутри эта штука забирает много вашей энергии. Если ее подлечить, то энергии у вас будет больше, жить будет легче, да, вы просто можете больше делать. Вот. Это просто выбор, да, мы не можем еще раз до конца полностью все там внутри исцелить, как-то залечить и так далее. Вот, но еще какой-то шаг можем сделать, еще какой-то шаг, и тогда качество нашей жизни повышается.